Друзья рыбаки, всем привет! Я когда-то показывал, как в пропускном кольце удилища заменить только керамическую вставку, не меняя самого кольца. Способ оказался отличным, он работает, он очень сильно облегчает и ускоряет ремонт удилища, но поломки бывают разные и не всегда можно обойтись, заменив только вставку. Поэтому сейчас я покажу, как заменить пропускное кольцо целиком. Конечно, профессиональная замена кольца требует специального оборудования и специальных материалов, но у нас с вами сейчас речь идет именно о самостоятельной замене в домашних условиях. Поэтому будем использовать только подручные средства. Значит, специальную обмоточную нить мы заменим обычным рыболовным шнуром, который есть в арсенале каждого рыбака. Но вместо специальной смолы будем использовать обычную эпоксидку. Конечно же, нам еще понадобится новое целое кольцо, которое мы будем ставить на место старого. Также нам еще нужна одна канцелярская резинка. Если нет канцелярской, можно использовать кусочек рыболовной резинки, он также нам подойдет. Также нам еще нужна какая-нибудь клейкая лента. В идеале это бумажный малярный скотч, но если его нет, можно использовать обычную изоленту, можно использовать обычный скотч. Я вот у себя нашел вот такие вот самоклеющиеся бумажные ценники. Они тоже отлично подходят для этого дела. Ну и еще нужны нам будут различные дополнительные инструменты, там всякие скальпели, ножички, ножницы. Но это уже не самое главное, не будем на этом останавливаться. Все, что я буду использовать для замены кольца, вы увидите в процессе самого видео. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входит более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. А теперь встречайте еще два новых вкуса: освежающий цитрус и непревзойденный ароматный кофе. Итак, я думаю, понятно, что первым делом необходимо снять старое поломанное кольцо. Здесь нет ничего сложного, но делать это нужно очень аккуратно и внимательно, для того, чтобы не повредить бланк удилища. Я для этого рекомендую использовать какой-нибудь острый скальпель или хорошо еще подходит обойный нож. Перед тем, как снимать кольцо, рекомендую здесь сделать какую-то метку, чтобы мы потом знали, на каком месте это кольцо стояло, чтобы знать, куда ставить новое кольцо. Можно сделать вот здесь вот метки, например. Но я сделаю метку вот здесь. Вот такую сделаю метку. Теперь я знаю, что у меня напротив этой метки находится непосредственно само кольцо. Вот так. Здесь, конечно, тоже можно, но у меня просто маркер, который легко вытирается. И если я здесь сделаю метки, то, видите, я в процессе замены кольца просто этот маркер быстро сотру. А вот здесь он под кольцом никуда не денется. Вот так. Так, метку поставили. Теперь берем наш скальпель и аккуратно разрезаем. Значит, здесь какая система? Здесь идет обмотка из специальных ниток, которая потом покрыта специальной смолой. Для этого нам нужно взять скальпель и вот так вот вдоль аккуратно вначале разрезать смолу, потом аккуратно разрезать нитки. И все, кольцо тогда у нас снимется. Так, ну вот, когда мы кольцо освободили и его сняли, теперь нам необходимо вот это вот место полностью очистить, то есть убрать остатки старой смолы, остатки старой нитки. И также вот еще хочу показать, что вот здесь, когда я снимал смолу, вместе со смолой отклеилась краска. Вот так вот прям по кругу.
Но здесь я даже не удивился, потому что это самое дешевое, самое голимое удилище, которое только можно создать и вообще придумать. Поэтому для этого удилища это нормальное явление. На самом деле здесь бланк целый, ничего страшного в этом нет. Просто, чтобы это место закрыть, мы начнем нашу обмотку не отсюда, вот как это было раньше, а начнем просто вот так вот, захватим немножко подальше. И это место у нас закроется, здесь просто будет обмотка. То есть бланк здесь целый, ничего не повреждено. Здесь, я думаю, будет то же самое, просто здесь я еще полностью не снимал это все дело, пока только освободил кольцо. Поэтому сейчас все это дело чистим, чтобы здесь было чистенько. Не забываем про вот эту метку, ее желательно не стирать. Вот. Ну и тогда уже, когда все почистим, будем продолжать наматывать новое кольцо. Значит, я уже полностью почистил то место, где у нас стояло старое кольцо. Как вы можете заметить, пока я снимал старую смолу, краска подставала не только там, где я показывал в начале, а еще во многих местах. Ну, как раз в тех местах, где смола прикасалась к краске. Потому что вот здесь вот была обмотка, здесь тоже была обмотка, здесь краска осталась. А вот там, где касалась смола именно к краске непосредственно, там она и поотлущивалась. Я, честно, такое вижу впервые, потому что уже пару раз приходилось менять кольца таким способом на более дорогих удилищах, и там такого не было. Там просто снимаешь обмотку, снимаешь старую смолу, и остается аккуратный чистый бланк. Но там и материал был совсем другой. Ну, я имею в виду материал бланка. Ну, ничего страшного. Сейчас мы намотаем новое кольцо сюда, все равно. Значит, первым делом нам необходимо взять нашу канцелярскую резинку. Вот. И ее нужно отрезать на 2 отрезка. Вот. Теперь берем один отрезок, наматываем, точнее не наматываем, а привязываем двойным узлом примерно в том месте, где у нас будет одна лапка кольца и вторая лапка. Просто вот так вот тугенько подтянули, чтобы она обжала бланк, и сделали двойной узел. То же самое делаем для другой лапки. Вот эти лишние концы сразу предлагаю убрать, чтобы они нам не мешали. Теперь берем наше кольцо и вставляем под эти резинки. И смотрим, чтобы кольцо у нас примерно располагалось в том месте, где оно окончательно уже будет стоять. Ну, я имею в виду, что вот у меня есть метка, которую я ставил. Она там под кольцом, ее уже плохо видно. Вот она. И я вот смотрю, что у меня кольцо находится напротив метки. Значит, оно стоит правильно. То есть, я имею в виду, сейчас у меня задано правильное расстояние между кольцами. Но еще ж его надо выставить вот так вот правильно, то чтобы это кольцо было в одной линии с вот этим кольцом. И вот как раз для этой цели отлично подходят резиночки, потому что резинка, она хорошо прижимает кольцо к бланку, но в то же время нам дает кольцо двигать и выставлять так, как нам надо. Поэтому сейчас я выставлю кольцо ровно по отношению с вот этим кольцом. Ну, если я выставлю с этим кольцом ровно, то, соответственно, с другими кольцами оно тоже будет ровно. Поэтому выставляем и будем работать дальше. Так, ну, когда мы идеально ровно выставили наше колечко, теперь можем переходить к самому главному этапу, это к его обмотке. Значит, берем наш шнур, который я показывал в начале, и первым делом нам необходимо от него отрезать кусочек длиной сантиметров 20-25. Ну, чем длиннее, тем будет просто удобнее. Ну, лучше не меньше 20.
Значит, отрезали этот кусочек. Теперь складываем его пополам. И его кладем в сторону, нам он понадобится немного позже. Затем берем этот же шнур, отматываем его конец, только уже ничего не отрезаем от бобины. Рекомендую бобину положить в какой-нибудь ящичек, для того, чтобы, когда мы будем шнур постепенно забирать, чтобы эта бобина сама крутилась и нам шнур отдавала, чтобы не нужно было постоянно вручную вот это вот отматывать. У меня здесь лежит, точнее стоит ящик картонный, я туда его, бобину туда закинул, и теперь она будет там сама крутиться. Показываю дальше. Значит, если вот так вот смотреть на кольцо, то у нас получается вот есть левая лапка и правая лапка. Сейчас я буду начинать обмотку с левой лапки, поэтому нам необходимо конец нашего шнура зафиксировать возле, со стороны правой лапки. Вот здесь вот можно подальше. То есть поняли, если начинаем мотать вот эту лапку, шнур фиксируем со стороны этой лапки. Если начинаем мотать с этой лапки, то шнур фиксируем вот здесь. Берем нашу клейкую ленту и вот там вот подальше можно зафиксировать наш шнур. Так, теперь вот так вот вращаем наш бланк. И наша задача, чтобы этот шнур по спирали у нас вернулся в то место, где мы будем начинать обмотку. Вот такая вот крупная спираль. Вот. Обмотку мы будем начинать примерно вот здесь. Так как я уже говорил, я хочу этой обмоткой закрыть вот эти вот места, где отодралась краска, отлущилась. Поэтому начинаем где-то вот отсюда. Вот мы по спирали вернули шнур к старту нашей обмотки. И здесь, получается, делаем как бы вот такой небольшой, вот видите, пересечение, перехлестик, для того, чтобы у нас шнур начал наматываться в сторону кольца. Я думаю, понятно, здесь ничего сложного нет. Так, вот у нас пошли первые витки в сторону кольца. И теперь очень важно, когда мы делаем обмотку, самое главное, чтобы витки ложились ровно друг возле друга, чтобы между ними не было промежутка, и чтобы они не ложились друг на друга. То есть каждый последующий виток должен ложиться четко возле предыдущего витка. Только тогда наша обмотка будет считаться качественной. И также очень важно, когда мы делаем обмотку, всегда держите хорошую натяжку, чтобы шнур плотно наматывался на бланк удилища, потому как в дальнейшем понятно, что с помощью этого шнура у нас будет фиксироваться кольцо. И если у нас это все будет плотно, значит и кольцо будет держаться хорошо. Значит, когда мы сделали оборотов 10, там примерно 8-10, можно и 12 оборотов. Когда мы их сделали, теперь мы вот эту вот спираль, вот этот вот шнур, мы можем убирать. Для этого мы вот так вот, сейчас немножко тут неудобно, держим шнур, чтобы он у нас был в натяжке, и каким-нибудь ножиком вот здесь вот прям возле обмотки вот это вот обрезаем. Все. Сейчас. Вам это все будет делать удобнее, у вас тут не будет стоять камера перед носом. Вот. Все, у нас теперь этого лишнего конца нет. Продолжаем делать обмотку. Сейчас делаем обмотку до лапки, потом я расскажу дальше.
Итак, вот мы дошли до начала лапки. Ну, дальше делаем все точно так же. Здесь просто главное аккуратно начинать нашими витками заходить на лапку. Ну, в принципе, ничего сложного здесь нет. Просто надо это сделать аккуратно. Так. Сейчас начнем заходить на лапку. Вот, все, обмотка пошла по лапке колечко. И теперь мотаем точно так же, только нам нужно сейчас мотать где-то не доходя 4, ну где-то 5-4 миллиметра до конца нашей обмотки. То есть наша обмотка будет заканчиваться примерно вот здесь, вот в этом месте. Ну тут просто под резинкой сейчас не видно, но где-то вот она будет заканчиваться вот здесь. И до этого места, где она будет заканчиваться, нам нужно не доходить, сейчас не дойти миллиметра 4-5, где-то вот так. Продолжаем мотать. Так, ну вот, не дошел я до конца где-то миллиметров 5. Теперь можно, кстати, вот эту резинку снимать. Эта резинка нам уже не нужна, ну а эту вторую пока оставляем. Тут смотрим, чтобы у нас не размоталось, поэтому вот так вот аккуратненько оставляем. На специальных приспособлениях для намотки колец там это все всегда находится под натяжкой. Ну здесь у нас все это делается в домашних условиях, поэтому оно вот немножко, конечно, неправильно, что мы так это оставили, но тут уже настолько плотные витки, что дальше оно разматываться не будет. А здесь мы поправим. Берем теперь вот этот вот отрезок, который мы изначально подготовили. Он у нас, как помните, был сложен вдвое. И его необходимо сейчас зафиксировать в двух точках. Берем нашу клеящую ленту. Так, фиксируем его таким образом, чтобы, ну, вы понимаете, что у нас отрезок сложенный вдвое, значит, с одной стороны у него получается такая петелька, с другой стороны два конца. Так вот, мы его фиксируем таким образом, чтобы вот эта петелька, была зафиксирована в той стороне, куда мы делаем обмотку. То есть вот здесь. Вот. Тут мы эту петельку фиксируем. А с этой стороны мы фиксируем вот эти два вот этих усика, которые у нас остались. И начинаем, точнее продолжаем мотать дальше. Только теперь у нас уже витки идут по нашему вот этому отрезочку, который мы наложили. Так, ну все. Вот мы домотали до конца лапки. Теперь что мы делаем? Теперь мы берем, отрезаем вот этот вот наш шнур, который идет от бобины. Отрезаем с таким вот запасом, не под корешок здесь ни в коем случае. Сантиметров 10 оставляем точно. Мы его отрезали. Теперь мы берем, освобождаем вот эту вот петелечку, которая у нас, которую мы вкладывали сюда. Вот эти вот два усика тоже
освобождаем. Вот. Теперь за вот эти усики немного подтягиваем петелечку поближе к нашей намотке. И вот этот вот конец, который мы только что отрезали от бобины, вставляем в эту петелечку. Вот так вот вставили и полностью пропускаем. Теперь берем за вот эти вот два усика и тянем. Тут поправляем обязательно. Вот так, чтобы витки были ровно. Подтягиваем. Сейчас вот я даже приближу, чтобы было более лучше видно. Вот мы тянем. И у нас получается с помощью нашей этой петельки отсюда вот вылазит конец шнура. Ну, я думаю, все понятно. Вот. То здесь, как вы понимаете, нет никаких узлов. Все получается очень четко и красиво. Теперь то, что у нас здесь вылезло, мы ровненько обрезаем под самую вот эту обмотку. Поправляем. Тут вот вначале поправляем, обычно здесь немножко получается неровно. Вот наша первая обмотка готова. Мы видим, что у нас нет здесь никаких узлов, но тем не менее все надежно зафиксировано. Как вы помните, здесь у нас первый конец был зафиксирован благодаря тому, что мы его запустили вот отсюда. Потом сделали витки, обрезали, он там уже остался притянут витками. Ну а этот мы достали с помощью того отрезочка. Все, это у нас сторона держится. Теперь переходим на эту сторону. Ну, это я уже на камеру все показывать не буду, потому что делается все один в один точно так же. Поэтому сейчас я быстро сделаю здесь обмотку с этой стороны, и тогда уже продолжим дальше вместе с вами. Ну вот, я сделал вторую обмотку, и у нас вот получилась такая вот красота. Колечко стоит просто намертво, абсолютно не шатается. Вот. Очень хорошо получилось. И нам, в принципе, осталось подвести последний штрих. Это все это дело закрепить эпоксидной смолой. Эпоксидная смола наносится для того, чтобы, во-первых, данную обмотку закрепить дополнительно, и, во-вторых, чтобы ее защитить от внешних факторов. Поэтому сейчас берем это, немножко отложим в сторону, берем нашу эпоксидку, теперь мы ее сейчас замешаем. Ну, смотрите, здесь в принципе можно делать замес сразу на две обмотки, но поскольку я меняю кольца и пользуюсь эпоксидкой не каждый день, и я не имею такого большого опыта, поэтому на всякий случай я сначала замешаю для одной обмотки, затем для другой, чтобы она была свежая и не застыла, когда, допустим, я первую обмотку сделаю, и когда буду мотать вторую, чтобы она здесь у меня не застыла. Поэтому я сделаю для одной, потом для второй. Так, все, наша эпоксидная смола готова. Теперь берем и покрываем аккуратно нашу обмотку. Покрываем небольшим равномерным слоем, вот так вот по кругу, просто чтобы пропитать нитку.
Здесь немножко заходим на сам бланк. Конечно, профессиональная смола, она более... Ну, то есть та смола, которая специально предназначена для этого дела, она более жидкая. Ей покрывать обмотку гораздо проще. Но у нас с вами, как я уже говорил, такая сегодня домашняя мастерская из подручных средств. Конечно, можно купить и профессиональную смолу, но сразу есть 3 минуса. Во-первых, она дороже, чем эпоксидка. Во-вторых, она имеет срок годности, а поскольку вы меняете кольца не каждый день, и эта смола просто у вас пропадет. И третий минус в том, что если вы покрываете специальной смолой, из-за того, что она жидкая, удилище после покрытия, даже во время покрытия, должно достаточно долгое время вращаться. А для этого существует специальный аппарат, ну, скажем так, специальный станок. Эпоксидка застывает быстро, плюс она не жидкая, поэтому здесь можно обойтись без этого станка. Так, ну, в принципе, все. Хорошо, что я не замешал сразу на 2 обмотки, потому что она уже начала застывать. Но на это нам хватило. Вот, значит, сейчас эта буквально обмотка чуть-чуть постоит, она просто прихватится. И потом я уже покрою вторую обмотку точно так же. Ну что ж, вот такой вот у нас получился результат. Ну, здесь можно сделать такой вывод. Если рассматривать это все с точки зрения эстетики, то есть с точки зрения красоты, то, конечно, обмотка выполнена на профессиональном оборудовании, профессиональными мастерами, профессиональными материалами, то, конечно, оно смотрится гораздо поинтереснее, покрасивее. Если вот этот вот фактор эстетики отбросить, а смотреть только на практичность, на прочность, ну, то есть вот именно на такие самые главные параметры, то ремонт таким способом ничем не уступает профессиональному ремонту, потому что, ну вот посудите сами, рыболовный шнур, попробуй его еще разорвать. Бывает, ножницами хочешь его отрезать, и он не режется. То есть выдерживает нагрузки просто сумасшедшие. То есть этот шнур никогда в жизни не порвется, с какой бы ни было нагрузки на это кольцо. Скорее кольцо сломается, но вот эта обмотка не порвется никогда. Также и эпоксидка. Бытовая эпоксидка, она когда застывает, ее даже ножом трудно разрезать. То есть она становится как камень. Вот такие вот простые вещи, но они действительно нам помогают. Поэтому, кому нужен быстрый и качественный ремонт своего удилища при минимальных расходах, берите этот способ себе на вооружение. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!